Здоров, народ. Расскажу вам сейчас много всяких разных историй, интересных и не очень. Заодно как раз все протестируем и посмотрим. В общем, начнем с чего? Ну, то, что я рассказывал, что у меня этот, как его там, камера не это. Сейчас поблагодарим, что открыли шлагбаум. То, что я камеру искупал, и она это, как его, как-то там не так перестала работать, я уже рассказывал. Вот, отдал я в ремонт, все. Ну, долго, сколько? Что-то чуть больше, наверное, 2 недель. Да, там, чуть больше 2 недель. Все нормально, отремонтировали, все заплатил. Это денежку как положено. Все это. Вот она пришла, поставил. Сейчас я еще чуть-чуть подверну, что-то она немножко криво снимает. Вот так вот. Она, наверное, она открутилась на этом. Ага, сейчас я ее подкручу. Сейчас магнит этот, сейчас я подкручу. Ага, вот все. Я поставлю, пусть снимает. Вот, раз, и чуть-чуть поправлю так вот. Все. Угу. Ремонт обошелся в 80 баксов. Там что-то паяли на материнской плате. Ну, понятно, вода попала, все это там. Я там потом, когда был, разобрался, что можно было поставить, настроить кнопку включения камеры. Я всегда ее использовал в одном только положении. Она мне всегда видео снимала, так как я только использую ее, в принципе, в этом машине на переднем лобовом стекле на переднем. Ну, редко, может, что-то еще подснимаю. Так, жару надо убрать. Вот, и тут вот она пришла, все хорошо, красиво, работает, включается. Ну, я ее настрою, опять же, только, чтобы только на включение включил кнопку и все. Потому что той боковой пользоваться не буду. Это вот по этой камере. А 12-ю сейчас хочу попробовать. Ну, я уже пробую, не совсем у меня получается скрепление. Буду что-то мастерить. Потому что крепление получается у нее какое? Когда ее закрепишь в формате 9×16, чтобы она снимала, у нее широкий угол. И она, зараза, цепляет мне, блин, бампер. Ну вот, капот, не бампер, протормозил. Капот. Палубку, эту торпеду, ну, как бы я не хочу, я хочу, чтобы было чисто это, как его, этот, скажите, я скажу, ну, чистый экран, чтобы было без всяких этих недоразумений. Но посмотрим, может там можно будет чуть-чуть увеличить и ничего на этом не изменится уже на постпродакшене. Посмотрим, в общем. Вот, поэтому сейчас одновременно снимает и та камера. Посмотрим, что из этого получится. В общем, снегопад снимаешь. Навалился на нас снегопад. Вот. Нежданно-негаданно. Завтра обещают еще больше, чем сегодня. Я сейчас ввел прогноз погоды, и снежить будет, показывает аж до этого. Скажите, я скажу, пока показывают до 2 часов. Снежить будет. Но я так понимаю, что будет снежить дальше. На завтра показывают 90%, ну, с целого дня, но это будет целый день. Вот, хорошо, что завтра суббота. Вот. Давно таких снегопадов у нас не было, но, ну, наверное, сейчас я вам скажу, 17, да, вот, ну, лет 7 точно. Это как минимум, а то и больше, потому что в 17 году такие там чуть-чуть что-то было, но вот именно вот таких вот не было. Что прям будет снежить и прям так снежить хорошо не было. Так что Прага выглядит зимой вот так в снегу, ну, деревья красиво, а дорога и все остальное. Завтра утром будет красиво, если снегопад будет целую ночь, ну, по прогнозам, да? Завтра, конечно, красиво. Я такие свои снегопады прям так 13, 14, 12 год были прям, ну, шикарные.
просто шикарный был снег. Очень. Такие. В 2010 году так вообще тут катастрофа была тут. Я помню, в 2010 году у нас выезды по снегу были по 2 раза на день. И как начинало снежить, целый день до вечера. Там вечер уже мы в 10 часов вырубали, потому что уже все, блин, уже ни сил нету. Плюс уже должно быть тихо, блин, и в воскресенье, или там в субботу опять с утра, блин. Ну, там тогда попозже начинается, потому что все дрыхнут. Вот, так что вот нежданчик такой пришел. Ну, как он, жданчик. В дворе хорошо, а всем коммунальным службам, всем фирмам, которые работают на уборке снега, это да, это веселье. Что еще хотел сказать? Так, ну это так, просто тестируем камеру, как она работает, потом посмотрим, ну и заодно, что я говорю, снегопад. Вот, ну и будем балаболить. В отпуске мы были в этом году, попробовали автодом. Ну, хотим понять, хотели все время вот попробовать, наши, не наши, к нам, не к нам, нравится, не нравится, потому что ты же когда ездишь и видишь все только положительное, да, отрицательное не знаешь и пока не попробуешь. Почему возникла идея? Мы были в Италии на озере Гарда в отпуске 10 дней. Захотели мы попробовать съездить на перевал Италии и Швейцарии, Монтесплуга так называемый. Но не буду врать, туда больше 400 километров, если не 500. Не помню, там то ли 475, то ли 525, но факт не помню. И вот мы, короче, через Милан, через озеро Кома, вдоль его побережья и туда поднялись. Ну а прикол в чем? Вот, или там по серпантинам, все красиво, прикольно. Спустились потом в Швейцарию, еще там тоже по серпантину заехали, все. А в чем прикол-то, хотел сказать? Вот, ну вот мы проехали там 500 километров, там побыли часики назад, блин. Ну так, даже меньше, чем часик. Ну, лето же, внизу жара там 32 или 37 было, я не помню сколько. А там холодина, куртки одеваешь, я в футболке вышел. Да какой там, блин, там градусов 6 или 8, наверное, ветрище, блин. Там внизу деревня Монтесплуга. Озеро большое, ну, наверное, для питьевой воды собирается, потом вниз вот, тает оно там с каких-то ледников. Ну, там не видел я льда, снега не видел, не было. Вот, ну, низкая облачность, через нас тучи и все. И вот там вот возникла идея, что вот таким вот караваном, вот там вот, да, вот назад мы тоже все домой, ну как домой, в отель, бегом, чтобы отдохнуть, все это. Хотя какая разница, ну проедем мы ночью или, блин, приедем, ну вот нет, вот давай. И так практически мы нигде не останавливались, очень редко там пару остановок, может, маленьких таких каких-то было, а так в отель. И возникла идея взять автодом, поехать автодомом. Ну, такая вот идея возникла, ну, и вот это было в 2021 году. А перед ковидом у нас был заплаченный турпоездка, отпуск у нас был заплачен в Норвегию. И тут в 2022 году мы решали, или там у нас был, предоплата сделана небольшая такая. Они молчат и молчат, но я думаю, или туда едем, или туда, давай. Вот. Ну, мы их позвонили, все, они говорят, да, едем, все нормально, едем. Ока, ну мы тогда этот дом отложили, автодом, съездили в Норвегию, приехали с Норвегии, у нас еще потом отпуск был в санатории в Марианских Лазнях, вот, ну Норвегия шикарная, ну и решили мы потом попробовать вот этот автодом. Ага. Ну вот, решили попробовать, ну вот и попробовали, в общем, были мы 2 недели. Так, а теперь, ну как, вот, то, что плюсы, да, там где-то остановишься, где-то поедешь туда-сюда, это, ну, конечно, это да, это несомненный плюс, но если бы меня, допустим, кто-то спросил, хочешь, как бы ты, ну, посоветуешь нам этот автодом или не посоветуешь, вот, твое мнение, да, я, знаете, вот мой бы ответ был, должны попробовать сами.
вот как я вот взял там, ну, советы, там, все это, да. И, кстати, мы дорогу не планировали, там, поездку. Мы вот решили, там, приедем на Плитвицкие озера, спускаемся к Задару, к воде, и вдоль побережья потом просто едем к Италии, а там до куда выйдет, потом едем домой. Как бы какого-то маршрута не было, плана. Вот, так, ориентировочно. Вот. И когда, ну, нам сказали, что вот автодомом, когда путешествуешь, 2 дня живешь как хочешь и где хочешь, или там 2 ночи, а на 3-ю ночь заезжаешь в кемп, чтобы зарядить туда-сюда. В общем, это не соответствует действительности. Вода, вот воду без проблем. Найдешь ты воду без проблем. Хоть даже купишь, если там в 10-литровых бутылях этих или в 5-литровых, там даже заправишь на худой конец, да? Если не будет где заправиться водой. У нас бак был на 100 литров. Вот. Дальше. Энергия. В общем, у меня рекорд, ну не рекорд, вот то, что я смог, не заезжая в кемп, потому что салон, кабина, так называемый салон, они от разных батарей питаются, и потом, ну, там везде LED вот эти как экономные лампочки, там больше вам, что вам там еще, нам вам ничего не надо. Так это, вот 5 ночей мы не ночевали, не заезжали в кемп. То есть, если вы не стоите, а все время едете, ну, там постояли где-то, что-то покушали, переночевали, пользовались энергией, завтра куда-то едете, переезжаете, оно успевает заряжаться. У нас самое меньше у нас показывало 75%. На панели нам показывало заряд батареи 75%. Никогда меньше не опускал. Ну, мы потом просто уже там через 2-3 дня мы заезжали в кемп всегда. Проблема в туалете. Вот. У нас был 18-литровый. Вот. Старались, ну, там, по возможности ходить куда можно. И где там были туалеты такие, все, да. Ну, а вот припрет, куда ты пойдешь? Ну, пойдешь в туалет, все. Прикол в чем? Если пьешь скажите, я скажу, энергетяк, ну, то бегаешь в туалет. Вот. А едешь там нудно, монотонно, вот все это, то вот там иногда посасываешь его. Ну вот, ну, я его выпил, энергия, глаза вылазят на лоб, и мчишься, ну и бегаешь. Вот, быстро это вот заполняется он. Да, вот это вот главная проблема. Вот. Химия бросалась, вот в туалет бросалось там 2 таких кулечка. Вот. Бумага желательно не 3 слоя, а 2, чтобы она успевала ее сожрать. Но иногда успевает, иногда не успевает. Но уже там потом как бы масса такая какая-то вот полужидкая в это выливается, когда вот в технических этих там на технических туалетах, где это вот все обслуживается, моется, да, там это без проблем. Вот помыл, слил в канализацию, там специальные такие вот, ну, не унитаз, я не знаю, как его назвать, но он специальный такой широкий для него, чтобы поставить, вылить. Ну, по-другому все под шлангом там есть, это все такое, да. Вот, это вот такой вот опыт в этом плане, да. Так что вот с энергией проблем нету, с водой тоже. А если в Италии, там, ребята, там вообще проблем с водой нету. Там на каждой парковке, на каждом по 4, по 5, по 6 кранов стоит. Это же жара жуткая. Поэтому там с водой проблем нету. Вот. Так, энергия, все, да. Следующее. Какой был минус вот в Хорватии мы, да? Вот в Италии такого не было, а в Хорватии была проблема какая? Запарковаться где-то у воды, все это нереально. Это просто нереально на ночь. На ночь. Мы были мимо сезон, да, ну вот не в сезон. И все, вот в 22:00 в кемп. Все, ну как бы они преследуют 2 пути или 2 цели, да?
во-первых, пополнение бюджета, да, ну, в кемпе ты заплатишь. Мы парковались в кемпе 2 человека, автомобиль. В одном мы платили 37 за ночь, а в другом 48. Вот. Вот мы были в 3 кемпах, а потом мы были уже... Не, в 4, вру. Потом в 3-м кемпе это не кемп, была такая Нет, это был кемп, да, это был кемп. Там платили мы 35 за ночь. А потом мы были еще на парковке. Ну вот за 14 дней, получается, мы 4 раза были, да? А потом вот на парковке мы были специально для кемпов. Там нет электрики, но там можно воду и туалет. Воду налить и техническую, вот, ну, питьевую, техническую, там она одна. И можно было туалет почистить, вот. Но там было 2 евро в час, это получается на 24,48, да, или 20 евро за... Если платишь сразу, там как бы это... Подожди, как же там было? Вот, блин, там было почему-то 2 евро час и 20 евро за 24 часа, если покупаешь, если там стоишь какое-то количество дней, по-моему, как-то так вот. Ну, мы платили по 2 евро на это в час, потому что мы приехали вечером, покупались еще в озере, это было 27 число. Вот, и потом поехали. Вот. На следующий день поехали еще там, где мы были 2 года назад, в этом в отеле. Заехали, такая семейная ферма, ресторан, отель, в общем, классная, там классно, в общем, шикарно. Вот, нас там помнят. Еще бы. Мы там. Вот. Угу. И потом уже мы поехали уже домой. Вот, следующее. Как мы только выехали, все, там вот, надо ехать, у нас было время, на которое мы должны были приехать, и поэтому я сначала там топил. Несколько раз мне выскакивало предупреждение, лимит скорости превышен. Ну и вырубалось все, просто лимит скорости горит, не показывает скорость, ничего. Ну а я 120-130 топил. Проехал я где-то там, я не знаю, 250 километров. Перед австрийской границей решил заправиться. Ну и прикинул, 15 литров на 100 километров, говорю, не, жирно сильно. И потом у меня крейсерская скорость, я старался держать. Плюс темпомат включал, ну, климат, круиз-контроль. На 90 километров, больше я не ехал. И в среднем получалось, 50-55 километров в час. Средняя скорость моя получалась. Потому что остановишься, похаваешь, перекусишь, тормознешь. Все, вот это вот средняя скорость была. И поэтому вот на это надо тоже учитывать. Тут вы должны, ну, определить, что вы хотите. Или быстро доехать, или медленно не спешить, да? Вот. Следующий момент. Да вот тоже так, как бы, ну, как бы назвать его минусом, это. Следующий момент был, у нас навигация была настроена так, без платных дорог мы ехали. Мы ехали без платных дорог, ну или по бесплатным дорогам, она так вот нас вела, все это. Тут есть свои плюсы и минусы. Но там, где этой возможности не было, мы ехали, да, по платным дорогам, все, я оплачивал заранее. Вот, на всякий случай, потому что там где-то выскочит, не будет возможности, ну и так далее. Тут есть 2 плюса, 2 минуса. Плюс какой? Когда вы едете вот этими всякими второстепенными дорожками, вы попадаете, вернее, не попадаете. Можно найти шикардос места, в которые вы так просто не попадете, и вас специально туда не повезут, потому что они маленькие, они там далеко от главной трассы, и большому автобусу там, или я не знаю, большой экскурсии, ну в зависимости, как вы там путешествуете, неудобно. Вернее, неудобно, невыгодно вас вести. Вот так вот мы нашли такую местопримечательность в Хорватии, называется Кудин мост. Вот. Интересная такая местопримечательность, так как там вот эта вот вся растительность Хорватии, только вы отъезжаете от воды, ну там она такая
кустарник непонятно какой-то скудный, некрасивый, и вот это вот камень, скалы, красная глина, в общем, жесть. Ну, я говорю, я бы сказал так, вы попали на Марс. Вот так, вкратце. Попали на Марс. Угу. И вот вы потом попадаете просто в оазис, на рай на земле. Но попасть туда, это тоже дорогого стоит в плане того, не просто так. Вот чтобы это увидеть, это будет не просто так. Там очень крутой склон, по которому было написано 20 минут, но я спускался минут 25-30. В общем, жесть. Спускаться, ну, а подниматься еще жесть. И назад я заблудился. Ну, вообще ни дороги не видно, ничего. И в одном месте я знаю где, я сделал ошибку и не пошел туда, куда надо. Вот. А вторая местопримечательность, которую, ну, вернее, мы 3 их таких нашли, да? Да. Вторая местопримечательность тоже по пути, мы ее даже были проехали, а потом говорю, давай вернемся. Вот мы вернулись, все. Это был городок Бале, если я правильно называю, Бале, вот, Бале, по-моему. Вот. Это такое, очень маленький он, да, ну, там современные постройки, есть все это, но центр старый, вот как вот городок разрастался, да, вот от центра, как обычно, все это происходит. И я так понял, там еще вот эти вот постройки со времен, когда это все еще было Римской империей. Когда это все вот было под римлянами. Ну, в общем, шикардос, у меня челюсть отвисла. Простым шагом от его обойти этот весь центр полчаса. С фото, видео там с какими-то там еще, ну так час, может полтора от силы. Но мы 2 раза возвращались. Мы потом пошли, Бонифация нашего напоили и вернулись, еще там поснимали. В общем, шикардос. Вот. А теперь по поводу вот парковок, да, вот мы когда уже с Хорватии выехали, то в Италии с этим парковок нет. Мы, вот еще к парковкам, если так вернуться, то парковаться нужно уже в 5 часов вечера. Уже все, уже вы должны быть запаркованы на ночлег. То ли в кемпе, то ли где, потому что приготовиться, покушать, там, помыться, покупаться, там, загрузить информацию, перегрузить, что-то там может обработать. Ну, не важно, но все-таки житейские дела. Вот, отдохнуть, поужинать, потом это все помыть. В общем, в 5 часов вы должны парковаться. А когда мы столкнулись с вот этой вот проблемой парковок в Хорватии и в Словении то же самое, то мы в 5 часов начали искать. Ну, уже мы были в курсе, все, мы уже начали, уже поняли эту проблему. И вот уже перед Италией, короче, ребята, мы заехали в Италию, только границу пересекли, и 200 метров от границы мы запарковались, без проблем. То есть в Италии с этим намного проще. И очень было разительно, потому что, ну, Словения, бывшая Югославия, это посткоммунистическая страна, то разительная была, ну разница неба и земля. Вот, в общем, так. В общем, вот так, да. Ну и потом следующий, вот мы там под Триестом остановились, тоже всего этого не знали, так на парковке, ну там на маленькой такой марине запарковались, у нас там 4 машины было, все. Ну а там 200 метров вообще было еще круче было. Но мы уже, нам было все равно, мы уже были рады запарковаться, лишь бы запарковаться, потому что устали, 3 часа искали все это, катались, искали. Вот, и блудили тоже это, но факт есть факт. Потом второй раз тоже мы так в Италии, тоже так вот, тоже попали мы, что не там, тоже запарковались, а можно было лучше запарковаться рядышком. Но это опыт, это вот все опыт. И план должен быть, где будем стоять, примерно 2-3 парковки, чтобы раз перескочил. План маршрута должен быть ориентировочный, какие города посмотреть, куда заехать, вот. Это все должно быть. То, что выскочит там потом в процессе езды, ну это будет только бонусом и плюсом. А так какие-то вот вещи должны быть. Ну и это,
И потом, вот после Триеста мы когда вот переночевали, и потом проехали мы Триест. И вот за Триестом мы еще один замок. Как он называется, не помню. Все у меня записано, уже видео все загружены, все это есть. Вот. Как мы это путешествовали, то тоже... там еще история такая была. Возле замка нигде нельзя было запарковаться, улочки маленькие. Ну в общем, жесть. Я запарковался там чуть подальше, там может 5 минут пешком. Пришли мы к этому замку, а он там какой-то, например, 17 века там или 18, видно такой современный уже, да? А потом еще старый замок, типа развалины. Я говорю, пошли в развалины, пошли. Пришли мы к развалинам, там заходят ворота такие, калитка какая-то. Чел какой-то сидит, там со столиком таким простым каким-то там сидит, не шевелится, нет. А я мимо него, а он там что-то лопочет, а я ж там хай-хай дальше иду. Когда только хрен, надо заплатить. Оплатить или наличкой, ребята, наличку я уже забыл, когда пользовался. В общем, надо идти в замок. Такое, пошли в замок. Пойдем, не пойдем, что? И такие, я говорю, раз уже пришли, пойдем, что уже, это с Бонифацией же там совсем этим, со съемками там, загружены все, пошли. Купили мы, там билеты туда и туда, начинать надо, почему, я так и не понял, почему со старого замка. Ладно, говорю, пошли назад. И вот пошли мы в этот старый замок, и все, челюсть у меня отпала. Он, зараза, построен, он маленький был, небольшой, разваленный. Он построен на скале, которая выступает в море, и вот на этой скале он построен. Вид, улет. Я говорю, вот так вот нежданно-негаданно, вот тоже вот по пути, по боковым этим улочкам, не по главным, не это, все, вот мы попали. Шикардос. Я такое говорю. А от него открывается уже вид на этот новый современный замок там. Он осовремененный, скажем так. Современный. Я говорю, давай туда пойдем, но уже вовнутрь не пойдем, вот так вот панорамки там пофотаем, вид на это, туда-сюда, там во дворе это. Пошли. А прикол оказалось в чем? Выйти на террасу и на веранду нужно через замок. Зашли мы в замок, никого там нету, никаких экскурсоводов, никто за тобой не смотрит, никто ничего этого не делает, никто ничего никак никуда, просто ограждения висят и все. Он такой, скромный замок, но красивый. И комнатка там есть какая-то такая, какого-то, наверное, приемная канцелярия какая-то там была, так, в общем, красивый. Не можешь сказать, что замок там вообще отвратительный, нет, потому что это старина, мое колхозное мнение. Вот. И вот это классно было, что можешь фотать, ходить, камеры, естественно, есть везде, но без проблем, без проблем. И вот потом мы вышли на эту террасу, и на башню я там подымался, в общем, красиво. Все, и потом на террасу, когда вышли на это, там бы, конечно, завтракать, да, вид на море, вид на старый этот разваленный замок, бомба. Вот больше других слов нету. Просто шикардос. Вот. И после него мы уже поехали парковаться, все там встали так не спеша. И тут прикол, ребята, тут прикол. Наверное, часа 3 нас не было. Я прихожу на парковку, если не больше, часа 4, наверное, да. Я прихожу на парковку. Вот в этом еще главном замке, там было подземелье, да, я спустился, и там немцы, бункер под землей, под замком, в скале выдолбали, забетонировали, там боковой такой выход, вообще где-то в стороне. Можно было смыться, я так понимаю, какой-то такой черный ход. В общем, там... и через эту скалу там вода течет, там все. Нафотал, посмотрим. Посмотрим, что там получится, не знаю. И вот с этого замка мы потом уже поехали парковаться, там, где мы запарковались, не совсем удачно, нормально, все, мы были рады, запарковались, в общем, итальянцы красавцы. Мы ехали подальше, чтобы запарковаться, тоже ближе к вечеру, и нашли, шикарно. Тоже... И мы запарковались сами, утром встал, было у нас 4 машины, я не слышал, как они приехали, уже дрых без задних ног. С утра еще пошел там пофотал, так тоже классно. И потом мы выехали, еще покушали, позавтракали. Я говорю, слушай, супруге, я говорю, надо
полежать, чтобы жирок завязался. Ну, а это была ошибка в том плане, нельзя себя так, ну вот, если хочешь что-то видеть, все это там нельзя, там дорога каждая минута. Но все-таки отпуск, ладно. Я говорю, ну что, куда поедем, давай, какие планы там туда-сюда, говорю, может в Казерту, далеко, туда-сюда. А мы уже были, я просто хотел пофотать 360 и поснимать это под Неаполем, там все. Она такая, поехали в Пизу. Мы там не были, говорю, поехали. Сколько километров, все, говорю, должны быть 6 часов, говорю, но в 6 часов не будем. Приедем там, говорю, попозже, так, часов 8 это в лучшем случае. Ну вот, благодаря вот этим вот не магистралям, а вот этим дорожкам, да, но у нас как бы нас не жмет, у нас резервы по времени есть, это было 25 числа, да, то есть еще 5 дней. Давай, и вот тоже, как-то там такие дорожки были ничего-ничего, а потом мы как заехали в горы, и вот эти деревушки в горах, это просто песня. Во-первых, непонятно, что они там построены, потому что открываешь двери и выходишь на дорогу. У тебя там 10 сантиметров порога, блин, и дорога. Вот, ну места, конечно, живописные, горные реки, вот эти все. А потом, я, конечно, пожалел, что не запарковал. Думал, назад, когда поедем, то это. Мы спускались, вот, по серпантину. И вот как бы только начали спускаться, и такая панорама на город, не помню, как называется. И вот тут вечером мы были. Ну и рука еще дернулась, думаю, ну может что-то лучше будет. И уже не было, жаль. Я надеялся, что назад нас дорога поведет через него. Не повела. Но панорама такая на город, блин, там еще и смотровая площадка. Ну, парковка просто сделана. Просто бомба, да. Ну, в Пизе нам тоже понравилось все это. Просто тоже все красиво, шикарно. Мы там к Пизе попадаешь. Кстати, я искал, ну, вот. И когда мы приехали в 9 часов вечера. Запарковались на окраине Пизы города, да, тоже там какой-то. Запарковались без проблем, стали, ограничений не было. На парковке было 4 крана с водой. Я заполнил машину, вот, все это, набрали питьевой, ну, вот полностью воду нам набрали, все это. Вот. Я имею в виду, заправил машину водой, ну, бак 100 литров у нас был. Наверное, там процентов 50, ну, 50 литров, наверное, было вылито, да? Вот. А это... потом, что еще? Ага. И посмотрел, где в Пизе запарковаться. Запарковался на платную стоянку. Заплатил я 4 евро. Вот. Ну, запарковался. Вот дом у меня был 7,3 метра. В общем, запарковался без проблем. Было место, нашел, запарковался, все. Вот, в Пизе мы были 6 часов. Но нам повезло. Там 2 места, когда попадают, 2 входа. Но я так понял, я не знаю, я со второго входа нет, он еще был ближе к Пизе. Да, ближе, да. Мы потом нашли его, все, да, точно, мы потом обошли его. Но мы зашли с того шикарнейшего. Мы зашли как бы далеко дальше от Пизы. И вот когда в эти ворота заходишь, и вот эти все здания стоят прямо, она падает. Ну, ребята, это не передать, этот дух захватывает просто, и она не просто падает, она так шикарно падает. В общем, впечатление просто огромнейшее. Адреналин еще тот. Потом, ну, поднялся я на Пизу, ну, там во Флоренции красивее. Видно, на Флоренцию красивее, но, ну, имеем то, что имеем, ладно. Быть там и не подняться, ладно. Кайф, вот, прикольно было, когда поднимался наверх, и когда в зависимости от какой стороны ты находился, так вот, потому что ты идешь внутри стены, и в зависимости от того, куда ты находился, так или левой или правой стороной уже потом на стену опирался, и ступеньки были вытерты или слева, или справа, в зависимости от того, на какой стороне ты был. И еще классное было, когда был наверху, так там вот один колокол, там 3 колокола повешенных, и вот один колокол был, когда он мимо ось был, так это ободок на крае, по краю был, так вот одна стена была вот вырубана под этот обод, потому что ну не в оси он висел. И классно там еще было, что внутри висит вот этот вот стержень, как бы, ну, где центр наверху и где центр внизу, да, какое отклонение, ну просто обалдеть. Тоже, вот.
И потом после Пизы мы в 6 часов, мы в 3 часа выехали, потом еще там потеряли он же там у нас Бонька стал в Италии Бонифачелло, ну или Боничелло, или Бонифачелло, ну Бонифаций, так Бонифачелло я его назвал, там итальянский же чувак. Так мы ему там поводок купили, ну не поводок, а шлейку вот эту вот, которая, ну разгрузку, которая не ошейник, а разгрузку. Вот, потому что там того Боньки 4 килограмма рвет так, что и задохнулся, наверное, если бы с ошейником был. Так он с разгрузкой у нас ходит, так потеряли, так. Вот. Еще там мы немножко покатались, все. И вот когда тоже в Пизу ехали, так вдоль виадукта там такого ехали шикарного. Блин, такой он длинный, не знаю сколько он километров. Ну, он как памятник, в некоторых местах там уже там железом его держат, уже скобы там какие-то, и швеллера, все, но он шикарное, впечатление огромное такое. Сколько мы ехали, вот я не знаю, там 5 километров, 10, потому что мы потом свернули, и он продолжал там движение свое, ну или продолжал стоять дальше. Вот, тоже было классно. Ну, а потом оттуда мы поехали в уже потом в Гарду. Вот. Да или нет? А, не, вру. Вот оттуда мы сразу поехали уже отдохнуть. Под ним там недалеко был маленький кемпинг на 20 машин. Но обзор я сделал, там есть у меня, потом он выйдет со временем. Вот, есть у меня этот обзорчик, все такого, этого кемпинга. Вот. Ага. Вот. И уже потом на следующий день утром мы уже поехали на озеро. Приехали, там были проблемы с парковкой. Там, где были какие-то парковки обозначены в этом приложении, там их там не было, они уже были закрыты. И там вот мы нашли вот эту вот парковку, именно парковку не в кемпинге, а на парковке. Вот. Там мы вот переночевали, все это, там заплатили. Я воду не заправлялся, воды было достаточно. И потом заехали утром, на следующий день заехали утром мы там, где мы были в Италии, и поехали потом мы поехали уже в направлении дома, да, и оставалось нам 300 километров, и вот мы заночевали уже в Германии, потому что, говорю, приедем, сейчас еще нам ехать там 5-6 часов в лучшем случае, запаркуемся, говорю, приедем ночью и что-то там таскать все, нет, говорю, давай выспимся, и с утра, и вот, да, вот с утра часов 9 мы выехали, и приехали потом часов 2 домой. Вот. Так что вот как бы плюсы и минусы, потому что не было опыта и было много минусов, к которым мы были не готовы. Но я их как бы перечислил. Вот. Плюсов в любом случае больше. За вот этих 14 дней мы проехали... еще вот, да, мы приехали в 2 часа, и вот пока мы там носили вещи, убирали, все, чтобы было все чисто, все это сразу, да, это продолжалось 3 часа. Мы в 2 часа приехали, в 5 часов закончили. Вещи отнесли, там помыли все это, чтобы сразу все было чисто, да. Вот. И за это время я проехал, мы проехали 4222 километра. Вот. Это получилось, вот на 14 дней я разделил, это получилось там 300 с чем-то километров. 300 там с чем-то, я не помню. Я посчитал полностью расходы, и сколько на день вот эта общая сумма вышла, сколько на день, да, вот мы тратили за день. Потом, сколько это мы потратили на солярку, на солярке. Сколько у меня километров солярки обошелся, стоимость солярки, да, вот, километров солярки. Стоимость потом километра на полностью сумму нам вот обошлась. Сколько километров стоила вот вся сумма. Интересная такая статистика, если там кому надо будет, потом напишет мне, я отвечу. Я цифры называть не буду, во-первых, не помню, но у меня они есть. Таблицу сделал, все, наш отпуск 2022 в автодоме. Вот. Такая статистика есть там у меня. Вот. Вот как бы, не знаю, может что-то упустил, может что-то не сказал, потому что информации очень много, и были такие дни, когда снимал на несколько камер, да, там плюс фото, плюс видео, там все это, и это загружалось, потом же сразу
уже карта освободить, это загружалось на диск. Так, по-моему, где-то я пошел, поставил, чтобы она грузилась, лег спать, проснулся, пришел, проверил, переставил карту там или переподключил, или что. Ну, помню, что как-то было аж до 4 часов, ну, с перерывами. Ну, я спал, оно, может, раньше выключилось там или раньше загрузилось, не знаю. Ну, вот, я шел спать. Ну, вот так это все было. Так что... Я бы сказал, это активный отдых. Это, если кто-то думает, что там как в отеле, да, пришел, тебя покормили, ты пошел, там все за тобой убрали, постель застелили, там все это, да, пришел с моря, потом пошел на обед там или на ужин, все готово, все это. Нет. Это вот, я говорю, я покупал 24, два раза по 12 я покупал этот энергетяк. Еще, по-моему, там 3 или 4-5 банок было. И плюс я еще покупал. Но, правда, 2 мы привезли. Вот. Ну, в общем, наверное, 30 штук точно было. И вот мы практически все выпили. Вот. За 14 дней. Ну, вдвоем. Так что вот. Вот такой у нас был опыт. Первый опыт путешествия автодомом. Я потом еще сравнил, вот мы перед этим были, да, тут мы были 2 недели, а перед этим мы были в Норвегии. Но там у нас был такой познавательный, как бы, ну как сказать, познавательный, ну да, познавательный, вот экскурсия напланирована, которая не просто вы приехали в одно место, да, а вот там называлась, если меня не путает память, Южная дорога севера, как-то так, не помню, ну, там определенный место, да, вот мы проехали 10 дней там было, заезд. Но тут я, вот когда вот мы были автодомом, я посчитал, мы проехали, вот, чтобы вы знали, да, мы проехали Австрию, мы проехали Чехию, Австрию, Хорватию, Словению, потом вернулись через... Словению в Италию, с Италии в Германию, и потом сверху мы заехали, ну, с другой стороны мы заехали в Чехию. Мы как бы такое кольцо сделали, да? А там мы проехали, там, когда ездили в Норвегию, мы проехали Германию, Данию, Швецию и потом в Норвегию. А назад мы опять поехали через Швецию, но уже через другой паром и в Германию, без Дании. Когда туда ехали, в Данию, потому что был паром с Дании, но была волна, и наш паром не шел, мы другим и через Швецию ехали. Вот, и благодаря этому попали в Гетеборг, иначе не попали, ну вот так вот судьба сложилась, да, Гетеборг нам как бы подарили. Такой подарок был, вот. То я вот к деньгам вернусь, то там мы оплачивали, ну, как бы это целую туристическую поездку, то она вышла чуть дешевле, но без тех денег, которые мы потратили там, потому что я не готов был, не считал, не знал, нет, вот. Там же какие-то траты у нас были, у нас там было юбилей как раз, вот, так что вот, ну, 1 к 1, плюс-минус, там какие-то копейки, разница небольшая была, вот. Так что говорю, ну, тут должен каждый для себя вот понять, что хочет, что это, ну, нравится, не нравится. Потому что у меня есть коллега, я ему позвонил, рассказал, он говорит, не, я должен иметь сервис. Я говорю, ну, тут же базара нету, я вот попробовал. Вот, такой опыт. И теперь что? Теперь мы хотим, что мы хотим-то? Теперь мы хотим на следующий год поехать. Уже есть маршрут, уже как бы понятно, как будет проходить, как будет это. Еще, ребята, самое главное забыл. У нас же когда-то это получилось, да, вот машину мы загрузили и сразу поехали. А получилось что? Вот вещи просто побросали и поехали, все. А получилось как вот мы оставались, первая ночевка у нас была в Словении.
Вот. Чтобы заночевать, это надо все спального салона перенести вперед, лечь спать. А утром мы вставали в 4:30, и в 5 надо было выехать. Даже в 4 мы вставали. Вот, в 5 надо было выехать. И теперь мы туда встали, и все спереди нужно опять в спальный салон отнести. Потом мы туда приехали в Плитвицкие озера. Бегом-бегом побегали по озерам. Там у нас маршрут был 18 километров, но мы сошли. Нет, там 15 или 16. Мы говорю, не, все нафиг, то не дай. Там уже не сможем. Уже просто готовые были. И теперь приехали в кемп. Я говорю, все, берем 2 ночи, чтобы отдохнуть, следующий день привести в порядок, как тут все надо, разложить. Вот, приехали в кемп, и опять вот это все вперед выложить, чтобы лечь спать. Ну, сначала мы поели, там поужинали, а потом все это вперед выложить, вот, чтобы лечь спать. А утром опять встали, чтобы похавать, это все отнести уже. Ну, у нас уже утром было не то, чтобы там мы все назад несли, нет. Мы уже начали потихонечку разбирать, ложить, все делать. И завтрак у нас был, вы не поверите, без 15, вот не буду врать, то ли 11, то ли 12. Но мне кажется, что 12. Или в 11:15. Вот не помню, или без 15-12, или в 11:15. Ну вот что-то такое. Вот. Это все из-за того, что вот так вот, ну, там я с Плитвицкими озерами, короче, накосячил. Вот. Что мы не подсчитали. И поэтому в этот раз мы с вечера все загружаем, ну, кроме документов, там, компьютера, все. А утром, с утра полностью все сразу растасуем, положим, как надо. Еду, там, тарелки, миски, там, ну, все, что надо это. А вот с утра уже только документы, компьютеры, там, камеры, там, что там надо такое. Загружаемся, сразу едем там за 20 минут, за полчаса загрузимся и едем. И пораньше выезжаем, все, и не спеша, вот, уже зная маршрут, куда, чего и как. Вот. Ну, вот, примерно так. Следующий какой нюанс был, вот, к которому я не был готов. Машина, вот, все вот это тарахтит. Вот, поэтому у нас все было подложено, все было там, ну, посуду, я считаю, керамическую, металлическую, там, стеклянную брать не надо. Это дополнительный треск, шорох, его это надо прокладывать, там, все это, потому что, ну, там, эти резиночки теряются, там, где-то шурубик, ну, увольненный, не зажатый, все это, в общем, проблематично. Поэтому мое колхозное мнение, которое никому не навязываю, посуда должна быть пластиковая. Там, или одноразовая, как, или там, если уже взяли что-то в каких-то упаковках быстрого приготовления, там прям воды налил, разогрел, это, и все. Вот, ну вот такие еще нюансы. Вот. Дальше, что это, вот, что меня как бы удивило, да, мы были вдвоем. Вот, и надо быть готовым к тому, что это маленький простор. Вы вдвоем, там, ну или вчетвером, в зависимости там, или втроем, как вы едете, и с этого простора никуда, ну вы никуда не денетесь. Вот вы все тут, это, да, и там тяготы и лишения путешествия будете вот делить на двоих там. Или как вы их будете делить, я там знаю. Ну вот как вы будете делить, так и будет. Вот, поэтому на психику это давит. Ну, такие простые примеры, да, вот там стоишь, тебе надо пройти туда. Кто-то у плиты стоит, вот ты стоишь, или ему нужно выйти, или тебе нужно ждать. Но так как у тебя время, тебе-то надо с камеры что-то слить, что-то зарядить. Время это играет против тебя. Потому что информацию надо скидывать. Вот. И тут надо кому-то уступить, да, ну и тебе надо это. И я вот просто стоял, все, вот никому не говорил, ничего нет, просто стоял. Что ты стоишь? Ты не можешь сказать. Скажешь, будешь тоже херовый. Вот тут вот, ну вот это вот пространство давит. Вот надо это иметь в виду. Плюс, конечно, вот в среднем получалось в день, да, в среднем, имейте в виду, это 300 километров вы проедете. Ну, вот с моим этим маршрутом, да, вот получилось так. А 300 километров это 6 часов каждый день. В среднем, да? Это ни хрена себе. Это если в 4 встать, то до 10. Там, ну, или в 10 поехать, это до 4, это полдня, да, вы проехали. Ну, понятно, там маршруты были длинные, потом вы стояли, по чуть-чуть проезжали. Ну, в общем, это все время на колесах. Эти нюансы нужно учитывать. Вот.
Я говорю, ну вот поэтому опыт первый был такой. Я не хочу сказать, что он полностью печальный, отвратительный, никакой. Нет, но были минусы, которые мы не знали, и поэтому планы есть такие. Вот. Сейчас попробовать элиминовать все эти минусы, постараться, подготовиться и посмотреть, насколько это было лучше, комфортнее это. Но мы поедем сейчас, мы хотим, забыл, как этот городок называется, там 4 буквы или 5. Ну вот этот, он знаменитый очень городок, где граница проходит, через него проходит граница Бельгии и Голландии. Там, где через дома, квартиры, там, или я не знаю, через эти кафе. Вот, по нему погулять и потом спуститься вдоль побережья. И там в следующем году будет юбилей, ну, круглая дата, не юбилей, юбилеем назвать это тяжело. Круглая дата 80 лет высадки в Нормандии. Вот, она будет летом, но мы нет, мы летом не едем. А, ребята, вот еще главный минус, забыл сказать. Мы едем в это, мимо, ну, не в сезон, чтобы детвора была в школе, и все это. А так же самое, опять едем в сентябре. Чтобы это, чтобы было детворы меньше, ну и родители с детворами, с детьми, и все, и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому хотим попробовать. Ловеры не хотим, а поедем опять. Вот. И что забыл сказать. В машине есть кондиционер, тот, который в кабине, понятно, он, пока вы едете, он на вас дует, и вам хорошо и комфортно это, там, какую температуру поставите, такая есть. А в спальном салоне там свой кондиционер, который работает только от электричества. Но вот прикол весь в том, мы были осенью, да, ну понятно, там золотая осень, бабье лето или там еще, не знаю, то есть тепло, я говорю, я еще 27 числа мы купались, погода у нас получилась, вышла шикарная, все, и вот мы шли спать, потому что ты ложишься все равно к потолку ближе, тепло, там чувствовалось тепло, я одеялом укрывался, наверное, под утро, вот, супруга точно так же, все это вот тепло, просто тепло, и что? Угу. А теперь кондиционер. Мы попробовали его включить. Когда были в кемпе, включить, да? Ну вот теперь прикол в чем? Ты его включил. А толку? Находиться там ты не можешь, потому что он дует, ну, жесть как. Просто жесть. Возле него находиться не можешь. Ты хочешь, чтобы выхладить это все, тогда нужно закрыть все окна, двери, все полностью закрыть. Это все закрывается. Но ты хочешь вроде как на природе, в лесу, там, ну, там этот кемп, и же они все с деревьями, с водой, ты хочешь, чтобы все было открыто. Тогда нет смысла это холодить. Оставить его включенным, лечь спать, это же без вариантов, потому что утром встанешь соплями. В общем, я не мог понять, и до сих пор не понял, как они путешествуют в лете вот автодомом. Это что-то страшное. Когда едешь, все окна закрыты, чтобы же не оторвал. Единственное, мы открывали лючок в ванной, ну, в душевой кабине, чтобы это, ну, вытягивало вот это, там, высыхало оно, все это, вот. И еще иногда лючок в салоне мы оставляли. Один раз забыл, но я его всегда открывал против, ну, по движению, чтобы уже не оторвало. И поэтому, когда он был нормально, то ничего ему не случилось, не стало, не оторвал, не это, все нормально было. Вот. А потом уже имел это в виду, и это у меня был контроль, научился, все. Плюс, там же, когда вы включаете машину, если у вас подножка электрическая выехала, ну, за двери, да, чтобы вы спускались, она не начинает пищать, она должна заезжать, но не заезжала у нас почему-то. Но сигнализирует, что вы не закрыли, да, не заехала она, чтобы не оторвали, и все. Вот, и еще было что, еще был у нас сателлит, ну, спутниковая антенна, но я 2 раза попробовал, она что-то ищет, ловит, потом остановится, потом радио заиграет, включится, как, в общем, я 2 раза попробовал, на телевизор просто не было вообще времени, интернет включали, да, вот, ну, не это, в телефонах там, потом через этот подключали его, ну, через телефон на комп подключали, когда надо было. Но у меня было 70 гигабайт. Я, по-моему, наверное, то ли 36, то ли 34 выбрал. Ну, за границу, да, вот 70 гигабайт у меня было. Все, не потратил, в общем. И на интернете я был практически всегда.
Что еще такого? Ну, вот эти минусы, про которые я забыл. Вот снег не перестал. Нет, ну у нас сколько сейчас? 0 градусов. Тут, ну, снежит вроде, непонятно, там снег с дождем. Ну, снежит вроде как так. Это выключил, шкрябает. Вот. Вот такой вот у нас как бы был опыт путешествия. Своеобразный. Базара нету. Тут вообще без разговора. Очень своеобразный. Не знаю, такой самобытный, что ли. А, привез я это еще. Вот с этого отпуска я привез 3 терабайта информации. Вот. Ну, много. Основную массу уже обработал, загрузил. Теперь же программирую, когда открываться, когда публиковать, когда все это. Но, по-моему, уже ролики у меня там загружены, которые будут публиковаться уже 14 апреля 2024 года. Ну, там у меня по дням каждый определенный ролик или с определенной тематикой выходит по определенным дням. По понедельникам, по средам, по воскресеньям. Вот это у меня пока, это то, что я помню. Плюс ролики, которые выходят каждый день. Так, подожди. Плюс вторники. Так, понедельник, вторник, среда, воскресенье. Вот. Понедельник, вторник. Не буду говорить какие, когда. Понедельник, вторник, среда, воскресенье. Вот это вот у меня уже как бы забитый. Если там найду еще какую-то тематику, которой пока нет, то опубликую в какой-то другой день. Вот. Ну, да, например, в четверг у меня еще пустой, да, вот в четверг. По четвергам будет, значит, выходить что-то. Угу. Плюс каждый день выходит 2 шортика, вот, коротеньких, ну, там, вот, с этих поездок. Так, нам сейчас главное вот этот вот перекресток переехать. И там уже дальше мы поедем быстрее, потому что, ну, быстрее и не быстрее, потому что вот эти справа будут щемиться к нам. Там полиция будет на конце стоять. И вот эти все, которые едут справа, они будут щемиться в левый ряд. Ну, вот поэтому мы пока вот так вот медленно и едем. Ну, вот эти вот все, что справа, будут щемиться в левый ряд там. А там вот, ну, за перекресток бы переехать, там уже потом уже будет чуть веселее. А потом, когда проедем еще один и еще там 2 светофора, но они один за другим, там все, там уже поедем. Ну, вот это я уже еду что-то час. Сейчас гляну запись, сколько на камере идет. Да, угадал, 58:33. Вот. Это вот. И там, да, там, ну там я не проверю. А вот, ребят, на GoPro, на 9, да, у меня это. У меня что? У меня не показывает, надо будет проверить. У меня не показывает, когда вот запись идет и экран погаснет, не моргает. А на этой, как его, на 12, да, там запись серьезно показывает, моргает. То есть ты понимаешь, что записывает, когда экран погашен. А вот на 9 этого нету. А тогда я говорил уже, все полностью подходит. Батарейки, медиамодуль, крепление, все. Но на этом сделали класс, сделали 3/8 этот резьбу, вот, что можно вот ее на шуруп садить, очень классно. Я туда поставил, уже приготовил, сделал, уже работает, у меня все. Переходник, ну не переходник, а адаптер поставил для быстрой съемки. Шикарная вещь. Цвак, цвак, цвак. Но они, заразы, продают его, как бы назовем, мама и папа, да? Там вот мама наверху, папа внизу. Так, подожди, стой. Нет, мама внизу, а папа наверху. Вот, папа, который на камере. Вот. Так вот, если у вас несколько таких вещей, куда вам нужен папа, то вам нужно покупать и маму. А нахрен бы она вам нужна была? И вот я сейчас нашел такое же самое крепление, но не оригинал, по-моему, этот делает. Хотел так быстро сказать на Ай, классная компания, она делает аксессуары. Выскочила мне с головы потом, если вспомню, или напишу потом в описании, как он называется. Блин, выскочила. И там уже продают маму одну, а 2 папы. То есть уже 2 камеры раз на одно крепление. Супер. Я вот сейчас его купил. И оно намного дешевле, чем это стоит.
Потому что это оригинал, там от Инсты. А то было вот этой фирмы, блин, выскочила. Крутится в голове, не могу вспомнить. И если они будут подходить один к одному, так я еще одну куплю. Потому что вот не хватает этих пап, не хватает. Мамы уже будут, а вот у мамы у меня уже будет 3, уже все, мне уже больше не надо. А с папами проблемы. Вот. И я тогда тут этих переходничков наделаю, адаптеров, и будут цвак, и все. Так, ребята, ну что, сейчас вот, наверное, мы уже заедем, да? Так, этот уехал, супер. Этот уже будет наш, но все, хорошо. Да, вот уже топ-тран стоит, уже щимится. Понятно. Но, наверное, может там спереди кто-то щимится, он поэтому и стоит. Потому что уже не заехать. Вот. Все боятся полиции, потому что штрафы серьезные. И вот эти все тут стоят с правой стороны, будут щемиться к нам левой. Ну, говорю, нам только за перекресток куда-то переехать, уже мы переехали. Там еще, когда полицию проедем, уже быстрее поедем, а потом еще 2 перекрестка. И тут вот этот правый, полностью правый ряд, который наш, он едет в туннель. И там вот эта пробка из этого туннеля. А нам влево, в другой туннель, мы поедем без проблем. Так что вот такие у нас пирожочки. Ну, как бы вот по отпуску рассказал вроде все. В этом году у нас вот, ну, мы не знали просто все, ничего больше не планировали, готовились к этому отпуску, поэтому мы больше никуда не поехали. Так, тут по местам у нас такое было, не в санаторий не поехали, но тут таких маленьких там по замкам поездили, покатались, такой мелочевка. И так как в отпуске я не выбрал весь, то у меня сейчас не перевели меня отпуск. Там можно было у нас раньше 5 дней переводить на следующий год, не захотели. Мне он был как бы отпуск не нужен был. Поэтому я сейчас сделал небольшую реконструкцию в квартире дома. Так я взял у нас был праздник. Я 4 дня взял на праздник раз. И получилось у меня 9 дней. Я 4 дня взял, а 9 дней у меня получилось с выходными. 4 дня выходных. 4 дня я взял. Вот, это 8 и праздник 9. Вот. Ну, классно получилось. Вот. И оставалось у меня еще 7 дней. Нужно было забрать. И я их взял вот на это. Я их взял сейчас на... На праздники. Там тоже взял 4 дня и 3, 7, да, и у меня получилось 2 недели. Вот 7 дней я взял, а 2 недели получилось там праздников, между праздниками. 4 дня праздников. Вот, класс. Так что такие дела. Вот такой вот у нас, ребята, опыт и по камерам, и по... Вот, что утопил. Ну, я рассказывал в предыдущих видео, это будет, как я утопил, что случилось. 9, вот, и как купил 12 из-за этого, вот. Ну, теперь вот 2 камеры. В 12 хорошо. Там вот вертикальное видео, вот, что оно сейчас снимает. Ну, я там таймлапс поставил, посмотрим, что из этого получится, вот. А тут 9 продолжает также дальше работать после ремонта, все, и записывать сейчас и проверим, как она и звук пишет, потому что там были косяки со звуком, когда это.
когда она искупалась, она потом начала писать, но 2 раза она вырубалась, записывала все, звук не записывался, звук подхватывала только когда выключал камеру, там 2-3 секунды перед выключением, вот. А потом, ну, вот это было раз на одной серии видео, да, а потом на другой день она больше не записала, записала только 1 серию, а потом там 3 или 4-5 серий там по какому-то определенному количеству видео не записала вообще, я имею в виду звук, а потом все красота. Вот, видите, ребята, с правой стороны никого нету, но похоже, если эти едут, значит там нет полиции, потому что как-то смело едут. Или же будут и тут сейчас... А, тут еще один светофор будет, я забыл про него. Ага. Ну, это такой он. Но с правой стороны никого нету, значит полиции нету. Что-то для такси и автобуса. Мне интересно, где топ-транс, грузовик. Вот. Подожди, я рассказывал про камеры, переключился. Вот. То сейчас вот интересно. А потом вот это, после того, как она звук не записала, все остальные дни все записывала, красота и это. И я протупил, потому что вот боковая панель включалась тяжело, то я протупил. Я сейчас приеду дома, ну там на выходных завтра сделаю это. Сделаю что? Ну вот тормоз. Настройку сделаю, потому что она меня всегда снимает в одном режиме, и я буду ее использовать только это, как его. Ну, на запись кнопку сверху нажал, и она сразу пошла, запись. Она у меня была отключена. Я, может быть, и в ремонт бы ее не отдавал, потому что это все работало. Но ремонт, чтобы там соленая, потому что в соленой воде было. Я и приехал, и вот это изопириновым, ибопилиновым каким-то там этим промыл ее, все. Но все равно. И побоялся, чтобы где-то там что-то потом соль не разъела, не это. И думаю, ладно. Ну, вот. Плюс сервис дал гарантию 12 месяцев. Так что вот как-то так. С камерами. По поводу 360, у меня тоже там 2 360, одна инста, одна от Хэты. Вот. Так это, ну, тоже я доволен обеими. Инста хорошо по видео, Хэта хорошо по фото. Вот. В общем, на то качество или на ту цену за то качество, что они выдают, в общем, я спокоен. Я спокоен, там проблемы к Ютубу, сейчас он урезал это, потому что Инста снимает 5.3, а YouTube дает только 4К. В общем, нехило он урезает качество. А на общем плане, в общем, шикарно. Конечно, когда там все приблизить, все это, ну, оно рассыпается, все. А так, конечно, просто бомба. Так что вот как-то так, ребята, вкратце. Сейчас посмотрим, там что-то мне на YouTube написали. Какой-то вопрос задали. А отвечать нужно мгновенно. Сейчас быстренько не напишу, пока стоим. Ага, не получилось. Так, ну вопрос ответили. Там по отверткам Хелти интересовались. Вот.
ночью тут можно выехать, да, тут никто не это. Ага, Топ-Транс, вот, ну я говорил, Топ-Транс заехал уже, влево пустили его. Все, начинает еще щемиться, блин. Так, начинаю щемиться, чтобы не получить, ну, раз щемится, значит, вероятно там, что раз на правой полосе никого нету, наверное, это... Еще один с этой, как его, с Бангладеш пишет, блин. Тоже, блин, через Инстаграм общаемся. Так, ну все, вот еще один щемяки. Но, по-моему, если едет дальше, значит полиции нет. Это плохо, могла бы полиция сегодня заработать много денег, потому что штрафы космические. Это... Я не проверял, но его нахрен. Тут если это, тут полиция не карательный орган, но не надо это палку перегибать. Вот у меня было тоже несколько случаев, да, вот там неправильно повернул, там было только прямо, я повернул налево, он мне дал 100 крон, это $4 штраф. Потом была скорость превысил. Я за всю время, что вот живу в Чехии, я превысил там 2 или 3 раза. Ну, когда были больше, конечно, там не усмотришь, не это, но вот именно поймали меня 2 раза. 1 раз через камеры поймали, да, там, ну, там был неприятный момент, я расстроенный был. Вот, там на эмоции их, короче, я списываю это все. А так, да, и вот я превысил скорость 20 километров, и это штраф до 2000. Если там, это если 2000, если с тобой будут заниматься бумагами, или, наверное, 500 на месте. Ну, так 500 на месте. 500 на месте, это так, грубо говоря, там $23, 22, все. Вот. Поэтому... Вот, а другой раз тоже было, там было 30, я 50 ехал. Как я не увидел это все, тоже дали 500. Там, может, согласен, да, конечно, согласен, чего, и все. Другой раз было вот на празднике, я стоял, не было где запарковаться, я приехал на аварию и стал на этом. На пешеходном переходе там краем заехал, а мне поставили ботичку, ну вот этот, чтобы не уехал. Блин, на празднике, на Рождество он мне 300 крон дал. Да там, блин, 3 аж 5 тысяч можно было. А потом тоже раз, тоже мне поставили, и я тоже поехал, но тоже, ну там уже все, просто платежку положили, я поехал потом куда это, там извинился, все, и тоже дали 300 крон, блин, ну там 14 или 13 долларов, блин. Все, тут, я говорю, тут полиция гуманна, блин. Ее не видишь. Ну вот в таких местах они, конечно, стоят там, если там где запрещено, вот есть такие у них места. Вот. Ну, камеры висят как? Камеры всегда предупреждают, что висит камера. А камера работает каким образом? При въезде снимает скорость и при выезде снимает скорость. Не то, что вас просто поймало, с какой скоростью вы едете. А потом этот участок, а там вы должны проехать за столько-то. А если ехали быстрее, значит быстрее она это... Вот. Посчитает, за сколько вы этот участок проехали, и придет вам письмо счастья. Вот. Но с камерами там уже все, там ничего не решишь, там сколько есть, столько заплатишь. Если машина, допустим, служебная, то они тогда без проблем там какую-то цену напишут, потому что, ну, такой поменьше, они пишут всегда половину, потому что если личная машина, и там понятно, кто ездил, а на служебной машине может быть ездить кто угодно, и они еще вот эти вот суды,
не загромождать, там нет, потому что там, ну, кто-то там подаст апелляцию и туда-сюда, 5-10, и они не хотят этим заниматься. И чтобы это все было быстрее, поэтому наполовину снижают, ну, обычно 1000-1500 дают, а так 2-2,5. Вот. Ну, в зависимости от бюрократа, кто там это. Так, получается, полиции нету, раз с правой стороны это. Да, вот сейчас этот перекресток переезжаем и едем. Ну, видишь, это такое лотерея, да, можно потерять 100 евро, блин, ну, а можно вот потерять полчаса жизни, блин. Если вы за полчаса жизни зарабатываете 100 евро, то можно было бы ехать. Вот. Нет, ну, я в час зарабатываю чуть-чуть меньше, да, если у меня... Что я заморозил? Стой, не, я в час зарабатываю 10 евро, вот. Что я сморозил? Это на халтурах там другие цены. Там, да. Если бы ехал сейчас на халтуру такую, вот, которую там, или авария какая-нибудь, там, да, там можно было рисковать. Так, надо дядьку сзади пустить. Вот. Ну, вот такие новости. Такие вот я рассказал вам про свои путешествия. Вот. И это... И на этом мы, ребята, наверное, закончим наше путешествие. Мне надо сейчас еще снять какое-то там другое видео, а это мы загрузим на вот мой канал, там, где я делаю эти шортики по путешествиям. Там только шортики, но хочу попробовать еще вот этот формат. Тут я про путешествия как бы больше рассказал, чем про все остальное. Ну вот, посмотрим. Поэтому сейчас будем записывать еще другое видео.